Ну что, ребят, пора, наверное, разбирать педали. Пришло время. Итак, что у нас есть? Приборы для разборки. Я не знаю, подойдет ли этот агрегат. Освежевать кого-нибудь, я думаю, можно. Какого-нибудь нерадивого барабанщика. Потом, это, кстати, железная ручка, если кто не понимает. То есть, вот, если вы металлист, то вот только такие отвертки. Чтобы прям... Но у нас есть кое-что попроще. Есть миниатюрная крестовая отвертка, которая должна подойти. Так. Давайте-ка и приступим. Да, первую мы будем разбирать педаль каньон от компании Electric. Вообще, на самом деле, раньше была такая привычка, любой прибор, который к тебе приходил, нужно было его разобрать. Даже когда пришел ко мне вот этот вот Cortex, мы его со временем тоже разобрали, потому что нам было очень интересно посмотреть, что в нем. И были очень удивлены тому, что там на некоторых деталях цитаты напечатаны владелец компании. Вот это вот, я понимаю, человек о себе высокого мнения. Вы говорите, царь, вот. Так, посмотрим. Вот что у нас. Прокладка. Прокладочка, да. Ну что мы тут видим? Мы тут видим микросхему, видим тут вот, получается, порт для шлейфов, для подключения. То есть, я как понимаю, вот сюда вот подключается история, по которой его можно либо перепрошивать, либо настраивать, либо еще что-то. Ну зачем еще могут быть здесь педали нужны? Я думаю, что для этого. Интересно. На какой они базе собраны? Ну, это электрогармоникс, потому что, например, если мы возьмем, не знаю, приведу, к примеру, компанию Horizon Devices, это, которая принадлежит, ну, в которой, точнее, участвует этот из периферии гитарист Миша Мансур. Мне его педаль прислали когда-нибудь, мы ее разбирали, и она оказалась, что она собрана на базе MXR, то есть там внутри прям микросхема MXR педали по факту. А называется по-другому. Тут это вот, ну, получается, это их все, нормально. — 2017 год. Все, закрываем, собираем назад. Операция прошла успешно. Да, разборка интересная штука на самом деле. Я вот недавно разобрал сначала Mac Mini полностью. Потом, правда, опасный человек. Потом, правда, еле собрал, но я там разобрал его, хотел заменить сам SSD. В итоге разобрал. У меня остались лишние детали, конечно же. Но все работает отлично. SSD я поменял, очень долго собирал. Потом я разобрал MacBook Pro. Поменять там аккуму решил сам. Долгая была затея, но в итоге тоже все разобрал, мне это прикольнуло. А недавно выкинули, значит, несколько кассовых аппаратов. Я их принес домой, разобрал. И собрал из них один рабочий комп на Windows. Все работает нормально. Я на него даже что-то там установил Hitman 2. Все там заканало. То есть достаточно прикольно копаться вот с этим совсем. Это имеет некоторые... Как это нужно назвать-то? В общем, эффект релаксации какой-то. То есть разбираешь, и тебя это все как-то отвлекает, потому что ты занят. У тебя есть высшая цель — открутить винт. И ты когда разбираешь, то есть вот действительно какая-то релаксация. И так вот, что мы видим, внутри черная дыра. Вот он, шиммер, вот так вот он выглядит. Для металлистов. Для металлистов, да. Открываем, на самом деле мы видим одну и ту же микросхему. Та же история, да? По-моему, да. Знаешь, на самом деле, давай вот Давай, для интереса. Я потому что буду очень смеяться, если это окажется одна и та же микросхема, просто настроенная по-разному. А что нет? Конечно, наверное, опять же, нас закидают тухлой картошкой люди, кто в этом что-то понимает. Но мы так кустарно к этому делу все-таки относимся, я думаю. Микросхема. Ну вот, смотри, между что надо? Ну, кроме шуток. По-моему, это одно и то же, нет? Смотри, E338047, E338047, TH2, TH2, Electroharmonix ESD140, DS140, 2017 год выпуска.
Не, ну может я, конечно, что-то не понимаю. Здесь вот 4 цифры все-таки разные, но может это время выпуска там какого-нибудь. Ну вообще по факту, ну, я кроме Слушай, ну шуток. это ж можно удобно. То есть просто на заводе делают микросхемы одинаковые. Ну, все это делают, а потом их настраивают. Нет, ну я думаю, мы можем с тобой, конечно, оказаться запросто и неправы, но на первый взгляд это две абсолютно идентичные. Мы вот шутили, а оказалось это так. В общем, напишите, потому что у нас взгляд дилетантов, наверное. Нет уж точно, дилетантите некуда. Ты это тоже не особо волоку. Ну, слушай, по всем вот признакам, вот смотри, даже тут ESD 1.40 реф, ESD 1.40 реф, 6, ну, один в один, две схемы. То есть, по большому счету, я думаю, что через вот эти вот пины, про которые в самом начале мы говорили, можно подключить педали, перепрошить и сделать там наоборот, что вот это будет такой, это такой. Может быть, они так и собираются на заводе. То есть, берется микросхема просто и прошивается. Это очень любопытно, кстати говоря, я не ожидал. Это очень интересный момент. То есть, по факту, ну, у них мало того, что мы же об этом в самом начале еще говорили, о том, что у них похожий корпус, то, что здесь вот 11 эффектов, переключение одинаковое абсолютно. Ну, вот, в принципе, столько же элементов управления, столько же разъемов абсолютно. Мы еще тогда пошутили о том, что, скорее всего, чтобы деньги не переплачивать, так они мало того, что на корпусе сэкономили, сделали одинаковые, так они еще и микросхему одну поставили. Все ясно. Но винты разные, вот, кстати. Здесь вот черные винты. Тут белые винты. Не, здесь они под цвет все сделали. Ну, это на самом деле говорит о том, что компания-то Идет в ногу со временем. имеет свой вкус, во-первых. Ну, ты знаешь, многие компании вот берут, у них там черный корпус и белые винты. Они, в принципе, не парятся особо. Ну, да. Насчет этого никто же этого не видит, а тут черный корпус, черные винты. Белый корпус, белые винты. Хотя То есть, кто видит, когда это вообще на дне? да, На дне педали. Просто, да, ну то есть это же незаметно, но тем не менее они это сделали. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что я к компании Electroharmonix всегда относился немного предвзято, потому что у меня был с ним опыт один, с этой компанией, был с ней опыт один. Мне нужен был в педалборд этот самый noise suppressor. В общем, шумодавчик. И у меня был на тот момент от компании Boss, ну, NS2 самый вот стандартный, который у всех, то есть там, включая там суперизвестных всяких ребят, типа Джеймса Руда, то есть даже он использует NS2. И он у меня сломался, то есть этой педали было больше 10 лет, ее просто затоптали уже со временем туру, там внутри разболталось, все, пайка начала отлетать от микросхемы, там уже, ну, можно было, конечно, перепаять, но я подумал, что, наверное, уже стоит поменять педаль на другую какую-то попробовать. И я приехал тогда в магазин, взял первую, я не помню какой компании, что-то я сразу ее прям повез обратно, сдал, то есть у меня не было возможности у кого-то взять. Потом вторая была это вот от Electroharmonix. Причем она стоила каких-то денег серьезных. То есть она там не за 2000 рублей была там. Кстати, соберем, кверх ногами была крышка. Собираем теперь как надо. Хорошо. Вот. И в итоге я попользовался, и меня вообще она не это самое не впечатлила. То есть она не. Слушай, она была нормальная, это похоже. Вот это самое. Да. Наклейка кверх ногами. Что же? Меня вообще тогда не впечатлила она не успевала, короче говоря, проанализировать сигнал, то, что мне нужно было. И меня это очень сильно тогда, конечно, огорчило. Я прям такой, типа, блин, обидно, и педаль сдал обратно в магазин. И тогда я остановился, помню, на наклоне от дессиматора второго. А сейчас я прям послушал, блин, клевые. Каньон так вообще просто пушка. Это хит, мне кажется, их должен быть. Холлы очень приятные. Так что благодаря вот этому обзору мое мнение о компании Electroharmonix изменилось. Так что они должны тебе денег за это. Такой вот обзорчик. Да. Так, ну что, все? Предложите нам индорсерство. Да. Мы Присылать. будем теми индорсерами еще. Ну что, не знаю. Поговорили о замечательных педалях сегодня.
рассказали все, что мы могли сходу рассказать, послушали. Ну что, наше время истекло, придется прощаться. Я думаю, мы показали все, что могли показать сходу с первого раза. Я думаю, если бы оставить Юрию их еще на 2 недельки, а если уж на запись альбома, то там бы более ценная и полная информация была. Но на первый раз взгляд сразу с пылу с жару, он такой. Я думаю, у вас будет примерно таким же, если вы приобретете эти замечательные педальки. А Electro-Harmonix, пожалуйста, индорствовать хотим. Сил нет. Накиньте что-нибудь. Ну все, всем пока. Всем спасибо, ребят. Пока. Спасибо тебе, дядя. Рок-н-ролл! И вы мол. Да.